Всем привет! Меня зовут Михаил Слободчиков. На этом канале я рассказываю о путешествиях и недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня будет самый горячий выпуск, потому что речь пойдет об интересных местах Дубая, что следует посмотреть и как провести дни максимально насыщенно. В видео мы выйдем за рамки Дубая. Прежде чем мы начнем, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Это помогает продвинуть мои ролики и создавать еще больше интересного и полезного контента для вас. Начнем ваше путешествие с полета на вертолете. С высоты Дубай это абсолютно уникальное, ни на что не похожее место. Вы увидите знаменитые пальмы, насыпные острова в виде карты мира и в целом необычный ландшафт Эмирата, который можно увидеть только с высоты птичьего полета. Конечно же, я уже испытал этот аттракцион на себе и могу смело сказать, что оно того стоит. Район Экспо-Сити. Выставка Экспо 2020 закончилась, но на территории остались интересные павильоны и выставочные площадки, которые обязательно стоит посетить. Лично я люблю взять велосипед и покататься по всей территории района и наслаждаться прекрасными видами. Смотровая площадка Бурдж-Халифы. Это вообще, я считаю, неотъемлемая часть Дубая. Обязательно возьмите билет и посетите мировую достопримечательность. Самое высокое здание на всей планете. Цена всего 179 дирхам, но если вы захотите растянуть удовольствие, то рекомендую ресторан «Атмосфера» на 122 этаже. Чек там, кстати, соответствующий. Раз мы заговорили о ресторанах, то есть один, который впечатлит все 6 органов чувств. Это красота. Кстати, от русских ребят White Rabbit Family. Это иммерсивный гастротеатр с дегустационным меню от шефа, с сильным визуальным и музыкальным сопровождением. Удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. И это моя личная рекомендация. Парк развлечений Motion Gate. Это тематический парк, вдохновленный голливудскими фильмами и мультфильмами. Скажу так, интересно будет и детям, и взрослым. Шрек, Мадагаскар, Охотники за привидениями, Кунг-фу Панда и другие развлекательные зоны с аттракционами. Около Motion Gate находится Legoland. Аттракционы там, правда, для детей, но декорации могут быть интересны и взрослым. Там вы сможете найти редкие детальки и приобрести интересные наборы от Lego. Район Дубай-Крик-Харбор – место с самыми потрясающими закатами, ресторанами и роскошной набережной. Гулять здесь – одно удовольствие. Здесь же находится остановка водного транспорта, на котором вы можете прокатиться по Дубайскому каналу. Неподалеку от района Дубай-Крик-Харбор расположен национальный парк Рас-эль-Хор. Это природный заповедник, где вы можете встретить розовых фламинго и других редких птиц. Горнолыжный комплекс Ski Dubai. Это на случай, если вы соскучились по снегу, так же как и я. Он находится в Mall of the Emirates, и там вы можете прокатиться на сноубордах, лыжах или ватрушках и попить горячий какао среди сугробов, даже если на улице жара. Если делать топ мест для туристов в Дубае, то я не могу не упомянуть про пустынный сафари. Тут вариантов огромное множество, от бюджетных за 50 дирхам до VIP за 1000 дирхам. Покатайтесь на багги по барханам, познакомьтесь с верблюдами и насладитесь ужином под звездами с традиционными танцами. Дубайский сад цветов Miracle Garden – это усыпанная цветами территория площадью 7 гектаров. Здесь вы увидите огромные цветочные инсталляции и точную копию самолета Airbus A380. Помимо огромного количества цветов, здесь есть еще одна уникальность. Все это растет в совершенно мертвой пустыне. Чтобы в таких непростых условиях вырастить цветы, требуется 757 тысяч литров воды ежедневно. Это действительно удивительное место, которое заслуженно занимает несколько строчек в книге рекордов Гиннесса. По соседству, кстати, находится еще один парк с редким видом бабочек, тоже рекомендую к посещению. Global Village – это культурный парк с павильонами стран со всего мира, где проходят ярмарки, выставки, фестивали и другие различные мероприятия. Там же расположен небольшой парк аттракционов. За сезон, а это всего 5 месяцев в году, его успевают посетить более 5 миллионов человек. Музей будущего.
Во-первых, это уникальная архитектура с овальным корпусом и отверстием внутри. Во-вторых, это музей инноваций и самых современных технологий. Здесь есть несколько тематических зон, а экспозиции объединяют в себе элементы выставки иммерсивного театра со смоделированной реальностью и тематические аттракционы. Также вы увидите величайшие изобретения человечества и современные исследования, варианты потенциального развития технологий на ближайшие 20-50 лет и новшества, позволяющие расширить физические и интеллектуальные способности человека. И еще кое-что интересное – это ультрасовременные живые экспонаты, наглядно демонстрирующие научные достижения. Билеты в музей нужно покупать заранее, хотя бы за 2-3 недели до посещения. Старый город. Казалось бы, Дубай – это новодел, и здесь нет места традициям. Но нет, Дубай позаботился о том, чтобы погрузить вас в истоки его истории. Это место называется Аль-Сиф в районе Бурдубай, с уютными улочками, с традиционной архитектурой середины 19 века. Да, скажу по секрету, что это не историческая достопримечательность, но об этом невозможно догадаться. Там настолько все продумано, что невозможно придраться, а декорации... Только посмотрите, совершенно непонятен реальный возраст этих вещей. А еще, чтобы погрузиться во всю эту аутентичную атмосферу с головой, обязательно прокатитесь на традиционных лодках. Остановка находится прямо внутри старого города. Пляж Кайт-Бич. Если вы ищете идеальный пляж, то это определенно Кайт. Здесь немноголюдно, есть множество ресторанов стритфуда, спортивные площадки и даже детские аттракционы. А еще удивительно, что здесь есть пешеходные зоны и велодорожки. Короче, рекомендую. Пальма Джумейра – это 8-е чудо света. Она имеет гайд с локациями, о которых я сейчас расскажу. Первая – это смотровая площадка с бассейном на 360 градусов на 52 этаже. Далее – монорельс вдоль пальмы, по которому вы можете проехать по стволу пальмы от начала до конца. Также на пальме есть длинная набережная, знаменитые отели «Атлантис», рестораны с безупречными видами, бич-клабы и своя особенная атмосфера. Blue Waters – насыпной остров рядом с Дубай-Мариной. У него классные общественные пространства, есть уютная набережная и множество ресторанов. Но главная изюминка – колесо обозрения Эйн Дубай. Это крупнейшее колесо обозрения в мире с великолепными видами на город и залив. В настоящий момент колесо закрыто, но его работу обещают возобновить уже в ближайшее время. Концерты в Дубае. Еще один пункт, который необходимо промониторить перед поездкой в Эмират. Сюда приезжают звезды со всего мира. Кристина Агилера, Энрике Иглесиас, 30 Seconds to Mars, Coldplay и другие исполнители. Концертные площадки здесь есть на любой вкус и масштаб, от огромной Coca-Cola арены до элегантной дубайской оперы. Развлечения в Арабских Эмиратах не заканчиваются на одном лишь Дубае. Например, в Абу-Даби, столице, множество различных достопримечательностей, которые не оставят никого равнодушным. Там находится знаменитый крытый парк аттракционов по мотивам фильмов и мультфильмов кинокомпании Warner Bros., а также Ferrari World с самыми быстрыми горками на планете. Недавно открылся самый большой в мире океанариум SeaWorld, который расскажет о морских обитателях. Культурная составляющая Абу-Даби вас сильно удивит. Филиал Парижского Лувра, знаменитая мечеть Шейха Заида, площадь трех религий, президентский дворец и многое другое. Если вы собираетесь в Абу-Даби, у меня для вас есть целый фильм про мой любимый город на Ближнем Востоке. Ссылка на него будет где-то здесь. Если вы любители природных достопримечательностей, то опять же, езжайте за пределы Дубая. Например, горы Хатта известны своими маршрутами для хайкинга, скалами и озерами. Также есть Эмират Фуджейра со своими роскошными пляжами, снорклингом и живописным горным рельефом. На этом мой тревел-лист по Арабским Эмиратам подходит к концу. Конечно, это далеко не все достопримечательности, иначе это видео растянулось бы на пару часов. Напишите в комментариях, если оно вам понравилось, и я сниму для вас продолжение. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, увидимся в следующих видео.